Всем привет, с вами Герман, и 22 января 2026 года прошла конференция разработчиков Microsoft, где были показаны геймплей Forza Horizon 6, объявили дату релиза и раскрыли ключевые особенности игры. Forza Horizon 6 выйдет 19 мая 2026 года. Для тех, кто оформил предзаказ, будет доступен ранний доступ с 15 мая. На старте игра будет доступна на Xbox, ПК через Steam и Microsoft Store, а также в Xbox Cloud Gaming. Если вы приобретете игру Microsoft Store, то получите сразу две версии для ПК и Xbox по программе Xbox Play Anywhere. По подписке Xbox Game Pass Ultimate игра будет доступна с 19 мая. Неожиданностью стало то, что релиз на PlayStation 5 состоится позже, но все еще в 2026 году. Разработчики решили уделить дополнительное время для улучшения версии для PS5. Цитирую, это необходимо для того, чтобы предоставить игрокам наилучший опыт на всех платформах. Не стоит забывать, что студия параллельно работает еще над перезапуском Fable. Сразу после анонса на игру открылся предзаказ в Steam и Microsoft Store. Для пользователей будет доступно сразу три издания: стандартная за $70 или евро, Deluxe за $100 или евро, она дает доступ к приветственному набору, а также автомобильному пропуску, и премиум издание за $120 или евро, дает доступ к двум крупным дополнениям, сезонному пропуску и ко всем наборам автомобилей до определенного времени, а также VIP статус в игре. Как уже известно, действие Horizon будет перенесено в Японию. Это идеальное место для гонок, где сельская местность с ее живописными пейзажами контрастирует с современными городами. Разработчики тщательно подготовились к созданию достоверного мира. Они общались с местными жителями, посетили Японию, чтобы сделать референсы, изучить небо, ландшафт и природу, а также записали звуки для игры. По сети даже уже ходит шутка, что разработчики Симкада подошли к делу более ответственнее, чем одна крупная студия, которая разрабатывала игру про самураев. В Forza Horizon 6 появится Токио, который превышает размеры Гуанахуато из Horizon 5 ровно в 5 раз. Горные перевалы Харуна и Бандай-Адзуна, знаменитая трасса C1 и гора Фудзи. Япония также славится многоуровневыми дорогами, известными как Шута. Эти эстакады помогают справиться с большим автомобильным трафиком. Разработчики ранее утверждали, что отточили мастерство создания вертикальных трасс на дополнении Hot Wheels. Не забываем и то, что в игре будет присутствовать полноценная система смены сезонов. Локации и ландшафт будут очень разнообразны. И мне интересно, как разработчики соединят все эти элементы в единую картину. Что же касаемо сюжета, он строится по линейной схеме, как это было в первой части серии. Вы не звезда фестиваля и не чемпион Horizon, а обычный турист, который стремится создать себе имя. Ваша первая задача – это принять участие в фестивале Horizon. Для этого необходимо пройти отборочные соревнования. После этого вы будете получать браслеты за участие в гонках и мероприятиях на более быстрых и интересных автомобилях.
конце каждого раунда вас ждут зрелищные задания, такие как показательные заезды. В презентации игры мелькал один такой. Большой двуногий робот из аниме-сериала, а также испытания Horizon Rush, где вы сможете продемонстрировать свои навыки на трассах с препятствиями в интересных местах, например в доках Токио. Заработав золотой браслет, вы получите приглашение на остров Легенд. Это эксклюзивная локация с уникальными событиями, трассами и зонами для исследования. Основу же серии Forza Horizon составляют автомобили, а японская автомобильная культура славится дизайном и внешним видом машин. Расширенные кузова, неоновые огни, специальные винилы. Эта тенденция распространилась по миру, достигнув пика в начале нулевых. Тогда вышли фильмы «Форсаж» и серия Need for Speed, быстро подхватившие тренд. Но самое важное – это семья. В новой части игры будет много обвесов, возможность наносить гравировку на окна и множество настроек для дрифта. Разработчики назвали эту систему Forza Aero. На старте будет доступно более 550 автомобилей, что больше, чем в предыдущей части. А я напомню, что на старте Forza Horizon 5 их было всего 500. Среди них Toyota GR GT, прототип 2025 года, и Toyota Land Cruiser 2025 года. Это обе машины с обложки. За предзаказ игры дадут Ferrari J50. Классы автомобилей были полностью переработаны, а также в игре появится новый класс R для гонок на высоких скоростях. Появится новый эффект износа шин. Протектор будет стираться по мере езды. Машины будут вести себя более реалистично в зависимости от погоды и других условий. И наконец, добавили анимацию поворота руля на 540 градусов. Теперь управлять автомобилем с видом из салона будет еще приятнее. Автомобили Forza Edition переработали с учетом сеттинга, ландшафта и пожеланий игроков. Впервые в серии появятся поддержанные автомобили, которые можно будет найти на дорогах во время исследования мира. Пока мне не ясно, будут ли это одиночные машины на обочине или целые автобарахолки, и чем старые автомобили будут отличаться от новых из салона. Если у вас есть идеи, поделитесь ими в комментариях. Что касается звука, разработчики применили новую технологию акустического моделирования, которая воссоздает звуковой ландшафт мира. Благодаря этой технологии были перезаписаны звуки двигателей автомобиля. Музыка играет важную роль на фестивале. Разработчики пока не опубликовали список радиостанций и композиций, которые будут в игре. Однако можно с уверенностью сказать, что плейлист будет разнообразнее и больше, чем в предыдущих частях серии. Сравнить количество и качество треков можно будет только после выхода игры. Пока у меня есть данные о количестве композиций в предыдущих частях. Так, например, в пятой части их действительно много, 183. Но по моим ощущениям, качество музыки там ниже, чем в предыдущих частях серии. Так что количество треков не всегда говорит о их качестве. Разработчики рассказали о новом улучшении для гаражей. Теперь в каждом купленном доме будет настраиваемый гараж. Вы сможете самостоятельно организовать пространство по своему вкусу и даже поделиться своим дизайном с сообществом. Или если вам лень что-то придумывать,
можно загрузить готовый проект из общего доступа, как это было с автомобильными дизайнами и тюнингом. Кроме того, станет доступен участок для строительства различных объектов и зданий прямо в открытом мире. Ваши друзья или игроки в сессии смогут посещать это место. В игру возвращают аналог автовстреч из второй части. Это специальные места на карте, где игроки смогут делиться настройками, дизайнами и вызывать других гонщиков на соревнования или поездки. Hey, you're Ben's friend. Cool. You ever been to a car meet before? This is the kind of place you can always find a race, if that's your thing. I like to come to just meet new people and talk cars. Swap tuning tips, check out paint jobs, whatever. Oh, hold on. Sorry, gotta go. Duty calls. But feel free to just hang out. You never know who you're gonna meet. I'll see you later. Появится новый режим Talk Battle. Это ночные гонки по японским горным перевалам. Представляю себе что-то вроде заездов по каньонам из Need for Speed Carbon. Будет добавлен режим совместной игры Forza Link. Игроки одной команды будут получать общие баллы за навыки, такие как скорость, дрэг и так далее. Forza Link предназначена для игры с друзьями и не требует подбора соперников. Также появится функция Time Attack из Forza Motorsport. На трассе располагаются контрольные точки, и лучшее время за участок между ними попадает в общую таблицу лидеров. Из Motorsport также добавят радар для отслеживания приближающихся машин. Помимо стандартных режимов, таких как вышибала, это гоночный аналог королевской битвы, игры в прятки, еще добавят чемпионаты Special Racing. Пока информации о них нет. Также в игре появится полноценный автопилот для тех, кто просто хочет расслабиться и наслаждаться видами Японии. Что сказать по итогу? На презентации проекта мне понравилось все увиденное. Разработчики решили не сразу погружать игрока в огромный контент, а предложить постепенный прогресс, как в первых частях серии. Больше нет такого ощущения, будто вы ребенок, который находится в парке аттракционов и может покататься на любой карусели, которой захочет. Но из-за большого выбора он не может выбрать ни одну, на которой хотел бы покататься. В игре появится функция автовыставки, прямой аналог автовстреч из второй части. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Разработчики пообещали больше всего. Больше автомобилей, больше музыки, огромные локации, больше мегаполиса. Добавится вертикальность, новые режимы игры, но у меня также есть некоторые опасения. На данный момент самая большая локация в серии – это Мексика из Forza Horizon 5. Она же самая пустая и скучная. Полноценная смена времен года – долгожданное возвращение этой системы после ее отсутствия в пятой части. И наконец, это все та же игра из серии Forza Horizon, которая обещает много веселья и всего, что мы запомнили из предыдущих частей серии. Я однозначно буду оформлять предзаказ на премиум издание игры. Мне интересно узнать ваше мнение об игре. Что вам понравилось из показанного, а что нет? Какие же ваши ожидания? Будете оформлять предзаказ или нет? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Герман. И до скорого!